Всем привет! В сегодняшнем видео я расскажу, как создать разрушаемые объекты в Unreal Engine 5.6. Познакомимся с системой разрушения, постараюсь объяснить все максимально быстро, но в то же время подробно так, чтобы вы поняли, что и зачем следует. Давайте вытащим на сцену mesh, с которым будем работать. У меня это стандартный небольшой блок, который является потолком. В некоторых помещениях перетаскиваете его на сцену и можете его отмасштабировать, как вам нужно, для того, чтобы он подходил вам по размерам. Давайте зададим ему размер чуть-чуть побольше. Давайте сделаем его 4 на 4 метра. Вот такой вот кусок стены, который у нас будет падать и разрушаться. А для того, чтобы начать создавать разрушаемый объект, нужно здесь переключить режим на режим Fracture, либо режим разрушения. Выбираете ваш Mesh и нажимаете кнопку New во вкладке Generate. Вам предложит выбрать место, куда вы хотите сохранить этот ассет. Давайте его переименуем, создадим, назовем GC, сокращенно от Geometry Collection, либо коллекция геометрии. И давайте напишем Cracked, ну давайте wall, да, разрушенная стена, так условно. После этого у вас создается новый ассет. Вы можете увидеть его здесь в контент-браузере и можете его открыть и производить дальше с ним манипуляции. Но пока нам делать этого не нужно. Теперь мы видим, что объект, который мы вытащили на сцену, автоматически заменился на созданный ассет Geometry Collection. Теперь вы здесь можете управлять настройками разрушения. Во вкладке Fracture вы можете выбрать способ разрушения, на какие части будет разделяться ваш mesh. Самый простой стандартный способ — это Uniform. Либо вы можете выбрать кластер, Slice, Brick и так далее. Да? Давайте для простоты примера выберем Uniform. Здесь, в этой вкладке, вы можете настраивать параметры. Самые основные, которые вам чаще всего понадобятся здесь, это минимальные и максимальные значения количества кусков, на которые будет разделен ваш mesh. Здесь вы можете выбрать, например, если вам нужны куски покрупнее, вы можете сделать число поменьше. Если вам нужны куски поменьше, то, соответственно, выбирайте значение побольше. Давайте остановимся поставим от 20 до 40. Вот такие вот примерно будут куски у нас после разрушения. Когда вас устроит результат, вы можете нажать Fracture. Ваш mesh разделится на отдельные куски. Также вы можете выбирать отдельные куски и дополнительно разбивать их на другие куски поменьше. Соответственно, также выбираете здесь параметры. После того, как вы закончили с разрушениями, вы можете выйти из режима редактирования и не забывайте периодически сохраняться. Теперь для того, чтобы позволить этому мешу разрушаться, достаточно его разместить на сцене и взаимодействовать с ним. Давайте попробуем. Мы подбежим к стене и врежемся в нее. Пока ничего не происходит, скорее всего из-за того, что импульс достаточно слабый. Давайте попробуем включить режим симуляции. Если просто уронить этот объект, то при падении, при столкновении с землей он разделится на свои отдельные составляющие. Для того, чтобы симулировать разрушение, можно приложить силу по отношению к этому объекту. То есть вы можете либо его уронить, либо разместить на сцене актор, который будет применять к нему определенную силу. В движке уже есть заготовленные некоторые объекты для того, чтобы взаимодействовать. Самый простой — это Bomb Field, который имитирует взрыв. И есть еще Anchor Field. Это тот объект, который фиксирует ваши участки и делает их неподвижными. Давайте попробуем. Используем бомбу. Давайте опустим mesh на землю, чтобы он не падал. И давайте попробуем вытащить бомбу на сцену. У этой бомбы есть
стрелочки, которые показывают направление взрыва. Давайте сделаем как-нибудь вот так. Подвинем поближе и поднимем. В настройках Details ставите Use Bomb, для того, чтобы он у нас как бы взрывался. Давайте попробуем запустить симуляцию. Мы видим, что бомба не затронула наш меш, потому что она находится далеко от него, либо имеет слишком маленький размер. Вы можете либо подвинуть его поближе, либо сделать ему размер побольше. За это отвечает параметр MinScale и MaxScale. Также есть время, в течение которого бомба активируется. Можно поставить ей 1. То есть изменение размера от минимального до максимального будет происходить в течение 1 секунды. И теперь также в этом видео я хотел показать, как записать это разрушение и использовать его повторно в ваших проектах, в ваших играх. Может быть, вы хотите сделать какую-то сцену, где у вас будет разрушаться, падать, либо восстанавливаться разрушенная стенка и так далее. Для того, чтобы записать симуляцию, вам потребуется создать определенный объект. Выбираете объект, который вы создали на сцене, нажимаете Actor, Chaos и Create Cache Manager. Для удобства лучше выбрать ту же самую папку, в которой вы работаете, и можете дать ей любое название. Обратите внимание, что после создания он автоматически появляется у вас на сцене. Этот менеджер управляет тем, как будет вести себя ваша записанная анимация. То есть вы можете поставить ее в режим рекорд, запись. То есть этот менеджер будет захватывать все, что происходит на сцене, и записывать его в кэш. Точнее, в этот ассет. Так, где у нас эта папка? Вот этот вот ассет. Для того, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с позиционированием, я рекомендую совмещать пивоты, точнее не пивоты, а трансформ объектов. Для этого можно просто скинуть их все в центр координат, и в дальнейшем потом будет вам намного проще с этим работать. Для примера давайте будем использовать ту же самую бомбу, а в дальнейшем покажу, как именно использовать записанные анимации. Давайте запустим симуляцию. Наша стена ломается, кэш записывает это все. После того, как анимация закончится, можно остановить симуляцию. Теперь бомбу можно убрать куда-нибудь подальше. Теперь выбираем наш менеджер и давайте поставим ему режим Play, чтобы он проигрывал записанную в нем анимацию. Мы видим, что бомба уже находится достаточно далеко от стены, но тем не менее она продолжает разрушаться. Далее что можно сделать? Поставить режим можно поменять вместо Play на Static Pose, статичная поза. И здесь вы можете выбирать время, на которое остановиться. Но по умолчанию ничего из этого работать не будет, пока вы не измените одну настройку. Вам нужно открыть ваш созданный Geometry Collection. При попытке открыть пока появится сообщение о том, что не существует еще Dataflow Graph. Вам нужно создать New Dataflow. Выбирайте ту же самую папку. У вас открывается окно редактора. Здесь во вкладке Asset Details вам нужно написать Render и переключить Custom Render Type на None. Сохраняем. Теперь, когда вы будете менять Start Time, скорее всего, должно было все произойти. Но давайте попробуем перезапустить симуляцию. Так, давайте попробуем заново поставить play.
А проблема в том, что у меня не стоит Real-Time Viewport, скорее всего из-за этого. Да, я совсем забыл про эту галочку, то есть вам нужно выбрать ваш ассет Geometry Crack и включить в него Simulate Physics. После этого у вас начнет в реальном времени срабатывать изменение Start Time. Выбираем снова наш Chaos Sketch Manager. И теперь, если вы будете здесь крутить Static Pose, вы можете вручную менять время вашей записанной анимации. Также можно поставить режим Play и выбрать не автоматическое воспроизведение, а по триггеру. То есть автоматически анимация воспроизводиться не будет, но будет воспроизводиться, если вы обратитесь к этому актору и вызовете у него триггер. Самый простой способ сделать это через Blueprint уровня. Для этого нажимаете здесь «Открыть Level Blueprint», создаете ссылку на ваш объект. Предварительно нужно выбрать его на сцене. Точнее, нужно выбрать не объект, а наш кэш-менеджер. Выбираете Chaos Cache Manager, выбираете, вызываете из него ссылку и вызываете у него триггер. Самый простой вариант выбрать триггер All, и давайте поставим небольшую задержку, чтобы понять, что это действие воспроизводится не автоматически, а через какое-то определенное время по команде. Теперь, если мы запустим симуляцию и подождем 1 секунду, у нас воспроизведется анимация наша. Также можно вызывать не триггер, а, например, можно вызвать Set Current Time. То есть по аналогии с тем, что мы выбирали здесь Start Time, но это только стартовая позиция. И если вы будете менять стартовую позицию, ничего не произойдет. Вам нужно менять именно Current Time, если вы хотите, чтобы изменения происходили моментально. Давайте поставим 2. И давайте поставим на Static Pose. Теперь через секунду мы видим, что наша анимация автоматически перепрыгнула в 2-секундный кадр. Теперь вы можете, используя любые способы взаимодействия между предметами, вызывать ссылку на этот объект в вашем блупринте, например, у персонажа или каком-то другом блупринте, вызывать у него события, чтобы либо спровоцировать воспроизведение анимации, либо задать текущий кадр. Теперь, если вы будете вытаскивать на сцену вот этот ассет, Cache Collection, он будет работать как независимый кэш-менеджер. То есть представим, что мы вытащили вот сюда одну копию, запускаем симуляцию. Мы видим, что настройки этого кэш-менеджера, который уже есть на сцене, не влияют на этот ассет, потому что этот ассет уже сам управляет самостоятельно своей анимацией. Если вы нажмете на него и покрутите вкладку Details, вы увидите все те же самые параметры: Play, Static Pose, и точно так же можно выбрать здесь позицию, либо точно так же вызвать его, запустить триггер. И у вас будет все срабатывать в режиме реального времени. Мы видим, да, что теперь через секунду у нас оба этих ассета переключились на 2-секундный кадр. Таким образом, когда вы вытаскиваете на сцену Cache Collection,
У каждого из них есть свои независимые настройки воспроизведения анимации. И вы можете управлять ими, например, для создания эффекта перемотки времени, да, когда у вас, например, разрушена стена сначала, потом вы подходите, используете какое-то взаимодействие, и у вас стена возвращается на свое место. Давайте для примера сделаем вот такую вот логику, да. Допустим, давайте поставим вот здесь стенку. По умолчанию, да, она у нас будет блокировать проход игроку, к примеру. Давайте это тоже продублируем сюда. Ну и давайте создадим полноценный blueprint. Нажимаем правой кнопкой мыши здесь, создаем blueprint класс на базе актора, назовем его BP. Давайте obstacle тест назовем. В нем внутрь самого blueprint нельзя закинуть Chaos Collection, и поэтому нужно использовать другие способы взаимодействия с объектами, такие как, например, ссылки. То есть нам нужно создать здесь переменную, назовем ее Cache Manager, то есть ссылка на менеджер, которым мы будем управлять. И в типе переменной нужно написать Chaos Cache Collection. Сделайте обязательно переменную редактируемой. И теперь, когда мы разместим наш blueprint на сцене, к примеру, вот где-нибудь здесь, да, давайте. И теперь у него появилась здесь переменная. Нажимаете здесь на список и выбираете тот ассет, которым вы хотите управлять. В нашем случае это New Chaos Collection 2. Не тот выбрали, да, немножко? Точнее, нужно было сделать немножко другой тип переменной. Chaos Cache Manager. Компилируем. И теперь в этом списке выбираете именно тот ассет, которым вы хотите управлять на сцене. В нашем случае это New Chaos Cache Collection 2. Сохраняем. И теперь давайте настроим стандартную логику взаимодействия при пересечении, например, бокса коллизии. Давайте создадим коллизию. Настроим ей событие при onComponentBeginOverlap. То есть, когда у нас игрок будет пересекать нашу коллизию, будет срабатывать какая-то логика. Давайте по стандарту будем проверять, что это именно игрок пересек коллизию. Мы будем брать ссылку на наш кэш-менеджер и задавать ему current time. И также, когда мы будем выходить из этой сферы коллизии, мы будем возвращать анимацию на свое начало. OnComponent and Overlap. Те же самые стандартные проверки идут у нас. Но уже будем ставить на 0. То есть будем перематывать на начало анимации. И давайте попробуем начать. Давайте Player Start передвинем поближе. Убедимся, что у нас сфера коллизии достаточно большая. Давайте мы ее сделаем чуть-чуть побольше. Давайте сделаем ее в 10 раз больше. Теперь давайте попробуем запустить игру. Когда мы заходим в нашу бокс-коллизию, мы видим, что наша стенка разрушается. Как только мы выйдем из нее, скорее всего, ничего не произойдет. Давайте убедимся, что мы поставили ссылки правильные. Так, и давайте отключим логику здесь. Compile. И здесь поставим на static. Да, выключим play, чтобы автоматически не воспроизводилась анимация. И поставим static pause. Теперь
Мы зашли в бокс коллизии, мы видим, что анимация сработала, но недостаточно. Не до конца, то есть нужно было поставить не 2 секунды, я думаю, чуть-чуть побольше. Для этого можно поэкспериментировать здесь. Сначала найти точное время, когда нас устроит наш результат. Это будет 6 секунд, да? И теперь в нашем блупринте будем просто ставить это значение. Можно, конечно, использовать не просто set current time, а использовать таймлайн, чтобы плавно воспроизводить анимацию разрушения и восстановления. То есть сейчас это происходит, видите, рывками. А можно использовать чуть-чуть по-другому. Можно создать таймлайн. Можете задать ей любое значение. Задаете время, за которое должна произойти анимация, переход из одного состояния в другое. И задаете 2 ключа. Стандартно это 0,0 и 1,1. То есть если использовать способ через lerp. Соответственно, давайте вот это все отключим здесь. И перетащим вот сюда. Если мы заходим в бокс-коллизию, мы воспроизводим таймлайн в стандартном направлении. Если мы выходим из коллизии, то мы воспроизводим его в обратном направлении. На апдейт вешаем set current time, то есть задать текущее время кэш-менеджеру. И отсюда вытаскиваем lerp, чтобы плавно интерполировать от 0 до 6. В качестве показателя альфа подключаете трек из нашего таймлайна. То есть за 2 секунды у нас значение, это выходное значение будет меняться с 0 до единицы. И, соответственно, 0 и единица будут превращаться в 0 и 6 для текущего кадра нашего кэш-менеджера. И давайте попробуем запустить. Заходим в нашу бокс-коллизию. Мы видим, что у нас разрушилась стенка, и теперь мы можем пройти через нее. Как только мы вышли из бокс-коллизии, все, мы теперь уже с этой стороны, конечно, не можем, потому что бокс-коллизия у нас только с той стороны. Единственное, что, конечно, можно поставить либо 2 бокса коллизии, ну, либо это будет ваша задумка для игры, чтобы отрезать путь игроку. Ну, единственное, конечно, да, что, смотрите, здесь у нас либо коллизия, мы ее с той стороны можем пересечь. Давайте мы ее немножко отодвинем. Мы ее отодвинули немножко не в ту сторону. Вот сюда нужно было. Ну и давайте попробуем еще раз. Так, коллизия где-то не там. Ну ладно, это уже можно будет точно спозиционировать. Все, у нас стенка вернулась на свое место. Но единственное, что, конечно, мы видим, да, что теперь нет коллизии. Ну, для этого, конечно, можно использовать костыли в виде создания дополнительных боксов коллизии, которые будут активироваться в определенных состояниях и блокировать проход игроку. То есть можем здесь добавить еще один бокс. Давайте создадим его бокс и назовем его, ну давайте как стена подпишем, да? Можно сделать его, немножко растянуть. И по умолчанию давайте ему выключим полностью всю коллизию. И сделаем только, чтобы он блокировал, точнее, чтобы у него вообще не было коллизии. Но теперь при завершении таймлайна мы будем менять его настройки коллизии. Можно вызвать ноду setCollisionResponse_toChannel, чтобы задать настройки коллизии для определенного типа объектов. Только не на все channel, а давайте только на Pawn. Вот, setCollisionResponse_toChannel. То есть мы будем после завершения таймлайна включать коллизию, ставить ему блок, чтобы он начинал блокировать игрока. Но для того, чтобы понять, в какой именно ветви логики произошло это, можно использовать switch после таймлайна, в зависимости от direction. То есть если direction был
вперед. То есть, если мы проигрывали анимацию вперед, то, соответственно, после завершения этой анимации мы будем выключать эту коллизию боксу. А если мы ее проиграли назад, то есть вернули стенку в изначальное состояние, мы будем ставить блок. Ну и изначально давайте поставим все-таки блок, чтобы эта стенка блокировала путь персонажу. Ну и теперь можно, осталось только вручную немножко подвинуть эту коллизию. Выбираем здесь Box Wall. Давайте вот так как-нибудь ее поставим. Ну и вообще давайте сам Blueprint тоже немножко подвинем вплотную, прям вот сюда вот так вот. Чтобы мы могли, чтобы не было такого, чтобы мы выбежали из бокса, пока бежим через пролом, чтобы он не успел у нас восстановиться обратно. Ну и, соответственно, Box Collision давайте обратно немножко подвинем, который отвечает за стенку. Ну вот как-то так, я думаю, можно сделать. Давайте попробуем запустить и посмотрим, что у нас получается. Вот мы зашли в нашу коллизию. Коллизия выключилась, мы смогли пройти. Теперь, если я попытаюсь пройти с этой стороны, мы упираемся в стенку, потому что у нас не сработала логика. Если мы оббежим стенку с другой стороны и попытаемся снова, то у нас должно все получиться. Все, как мы видим, у нас наша логика работает. Таким образом вы можете управлять своими записанными анимациями разрушения и использовать их в игре повторно, где угодно, в любом удобном месте, вызывать события из любого блупринта, из блупринта уровня в том числе, ну и использовать как вам угодно, на что хватит фантазии. На этом видео все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и до встречи в следующих видео.